Можно ли направить злобу со всех векторов на одну цель, управляя ей? Закон компенсации откуда-то пропадает, где-то появляется. Можно ли направить злобу на цель? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, как бы, если прям принципиально, вот прям принципиально, да или нет? Да, можно, но недолго. Значит, что такое направить злобу на цель? Ну, во-первых, что такое злоба? Злоба – это одна из эмоций. Одна из эмоций. Вообще любой из нас, мы с вами люди богатые на свойства. Любой из нас обладает большим количеством свойств, и мы можем с вами быть совершенно любыми. Мы можем быть добрыми и злыми. Вот кто из вас не был никогда добрым и злым? Ну, все были, наверное, да? Благодарными, неблагодарными, тихими, громкими, шумными, спокойными, нервными, трусливыми и смелыми. Эти состояния открыты всем. То есть человек, это очень важно, да, чтобы вы не застревали в какой-то роли, друзья мои. То есть иногда человек решает для себя, что я, например, не знаю, медлительный или я быстрый, и он закрывает для себя остальные двери. Это не так, да? Мы все с вами в основном на сегодня очень многофункциональные, многосвойственные. В терминах векторов шестивекторные. Ну, минимум пятивекторные. То есть, понимаете, вы можете быть любыми. И когда человек себе говорит, я такой-то, то он из всего этого поля, да, где много-много эмоций, там целая палитра, целая, вот пианино, представить, много-много-много клавиш. Он из всего этого поля оставил себе там вот 3 ноты, да, и говорит, я эти 3 ноты. Но ты не 3 ноты. Это просто ты решил, что ты 3 ноты. Ну, решил, понятное дело, не просто так, да, потому что другие ноты оказалось сложнее почувствовать. И человек склонен сказать себе, ну, просто я такой, и расслабиться. Но сам потенциал-то он огромен, да, поэтому любой человек может быть любым. Прикол в том, что у нас есть энергия, да, и мы можем ее направить через совершенно любую роль. Роль доброго человека, злого человека, сильного человека, слабого человека, спокойного человека, нервного человека и так далее. Но если вы, естественно, 20 лет крутите одну и ту же эмоцию, то, конечно, вы привыкаете к определенной роли, да, то есть у вас как заезженная в теле как бы сложились привычки, стереотипы, да, привычные движения, привычные модели восприятия. В голове сложились привычные нейронные связи, и вот по ним энергия гуляет. И ни шагу ни влево, ни вправо. То есть эмоции это привычка, на самом деле. Друзья мои, эмоции это привычка, она перевоспитывается. Можно ли направить энергию из злости в цель? Да ее можно вообще куда угодно направить, понимаете? Вообще куда угодно. Это же одна и та же энергия, которая просто принимает внутри вас разные формы. Отсюда и берется навык собственного управления своей реальностью и своей жизнью. Ну и на этом и построен наш проект. Конечно, вы можете трансформировать один поток энергии в другой. Поэтому принципиально да или нет? Да. Да. Значит, почему я сказал ненадолго? На самом деле можно и надолго. Можно и надолго, да? То есть есть опция. От чего зависит опция? Дело в том, что большинство людей недооценивают фактор времени. Да? То есть им кажется, что изменения это вот сейчас я пришел на тренинг, там 3 недельки позанимался и что-то стало по-другому. Ну, оно, конечно, станет по-другому. Но прикол в том, что тело-то живет привычками. Тело живет привычками. Вот, например, могу вам рассказать, что было со мной сегодня. Да? Я сегодня иду по улице. Я помыл голову. И, соответственно, я убрал резинку, которая у меня волосы заколоты. Вот. Ну, и у меня как бы они распустились волосы. Вот. Я иду, резинку думаю, куда деть? Надел на руку. Вот она у меня как бы как часы тут одета на руке. В другой руке у меня телефон. Карманов у меня не было, поэтому как бы все, что мог взять с собой, просто нес в руках. Вот. На одной руке резинка, в другой руке телефон. Иду, думаю, сколько времени? Вопрос у меня возникает в голове. Сколько времени?
И что вы думаете происходит в этот момент? Автоматически я ловлю себя на том, что у меня поднимается рука, где у меня резинка на руке одета. При том, что я наручные часы, я не знаю сколько, ну лет 20, наверное, я их не ношу. Вот с того момента, как телефоны появились, у меня, по-моему, первый телефон появился в 2001 году или в 2000. Вот с того момента я не ношу часы на руке. Никакие. Но это ж надо, что у меня тело, понимаете, вот я уже с тех пор, сколько там, 21 год, да, там 20 лет я бегаю с телефоном в руке. Как большинство людей, наверное. И мое тело, несмотря на то, что 20 лет я бегаю с телефоном, оно почувствовало, что у меня резинка на руке, это похоже так, как будто у меня часы на руке. И когда у меня возникла мысль о часах, оно стало руку поднимать. Понимаете, что такое тело вообще? То есть живете, вам кажется, что живете вы как бы со своими мыслями. Вот я решил там сходить в магазин, я решил там после магазина поесть, после того, как поел, решил сходить в туалет. Да ничего подобного. Это просто привычка. Вот привычка жить вот так. Привычка вот так проводить свое время. Привычка вот так относиться к своим каким-то там жизненным делам. Привычка ходить в этот магазин. Привычка покупать вот этот набор продуктов. Привычка готовить их в привычной сковороде привычным образом. Ну и так далее и тому подобное. То есть живет-то тело, и поэтому большинство людей недооценивает фактор времени, что если вы хотите действительно что-то изменить в своей жизни, вам придется переучить тело. И тогда весь вопрос упирается в тело, да? А с телом у нас какие отношения? Тела-то разные у всех, да? То есть есть тела, которые очень зажаты, напряжены. И такое тело не переучить. Такое тело не переучить. Не получится. Оно не поддастся переучиванию, это тело. Вот. Если там тело такое гибкое, бодренькое, резвенькое, да, такое тело можно переучить. Но тоже займет не 3 недели, да? Но можно переучить достаточно эффективнее этот процесс будет. Но большинство тел напряжены. А некоторые тела напряжены так, что люди их даже не чувствуют. Ну, то есть им просто не пробиться вниманием сквозь эти напряжения. Ну и тогда приходится говорить вообще о другом, да? То есть нам приходится говорить о том, что сначала познакомься со своим телом, почувствуй его, ощути свою энергию, потом уже трансформируй ее в другие вещи, да? Поэтому вопрос разделим на две части. Значит, можно трансформировать энергию злости или вообще любой другой эмоции в любую другую эмоцию. Можно шире это смотреть. Не трансформировать энергию злости в движение к цели. А можно трансформировать что угодно в что угодно. Можно доброту переключить на злость, злость на доброту, радость на печаль, печаль на радость и так далее. Да? Это можно сделать в моменте. Ну и это достаточно сложно, эффект будет совершенно недолгий. Да? То есть, можно себя разогнать, грубо говоря. Да? Вот были, например, там такие воины-берсеркеры. Да? У них был обряд, как они себя вводили в состояние, по сути дела, сумасшествия. То есть идет такой воин, он там машет этими самыми саблями своими. И ему вообще все равно, там женщины, дети, мужчины, сколько их, 20, 200, без разницы. Вот они вгоняли себя в такое состояние, в ярость, что было все равно, кого рубить, как рубить и так далее. У славян была другая практика, кстати. Вот у них тоже есть боевая ярость, но другого типа. Да? То есть там не предполагалось обижать, например, женщин и детей. Разные есть, да, то есть есть обряды вгона себя в определенные эмоции и энергии. Ну, для этого используются определенные как бы ухищрения, скажем так, да, то есть можно там песню напеть, можно жест какой-то сделать, да, можно какую-то фразу себе напомнить, можно визуальный образ представить. Можно вспомнить о каком-то человеке, который в этом состоянии, и вести себя как он. То есть, это такой простенькое НЛП, да? Грубо говоря, есть якоречки, которые помогают вам вспомнить в момент, в определенный, некоторые состояния, которые бы вы хотели иметь. И когда вы вспоминаете, может это прошлый опыт ваш, да? Самое главное, направить внимание на якоречки.
подобрать эти якоречки. Вот, допустим, вам надо выступать, вы хотите выступать как дядя Гена, да? Хотите вот как дядя Гена. И вы собираете якоречки. Какие-то фразы, какие-то яркие моменты, где дядя Гена просто вообще сжег напалмом. Восхищенные глаза там женщин, которые смотрели на дядю Гену. Какие-то, не знаю, может быть, еще какие-то слова, картинки, музыка, которая вас приводит в это состояние. И в тот момент, когда вам надо выступать, вы раз достали блокнотик и там по нему прошлись, что-то вспомнили, вообразили, включили на телефоне нужную музыку и в нужной энергии пошли, да? Вот так можно. Ну и это как бы такие обезьяньи трюки. Вот я к НЛП серьезно не отношусь. Почему? Потому что ничего глубокого с помощью него сделать невозможно. Да? Почему ничего невозможно? Потому что глобально, если мы посмотрим на вашу жизнь, ваше тело осталось в предыдущем состоянии. То есть у вас есть способ взаимодействия с жизнью, он остался такой, какой был. Но вы ненадолго себя втолкнули в новую энергию. Ну, что-то там пройдет, и вас вытолкнет из нее обратно. Если вы будете все время себя вот так заталкивать, ну да, будет она постепенно как бы... Будете притворяться, короче, пока не получится. Если вам хватит энергии, то так можно. Так можно. Но по-серьезки, конечно, это надо как бы... Вот в нашем проекте мы это полноценно прорабатываем. Да? То есть берем одну ролевую модель, все ее прописываем, как она устроена, как устроены ее мысли, ее чувства, ее действия, основные сценарии поведения, ля-ля. Берем вторую модель, целевой образ называется. Да? Прописываем, как она устроена, мысли, чувства, там, действия и так далее. Ну и дальше делаем некоторые трансформационные действия, чтобы энергия перешла из одного русла в другое русло. Вот. Ну, то есть найти старую модель — это поиск игры, собрать новую модель — это целевой образ, ну и в зависимости от разницы это какие-то тренинги, которые помогают перейти из одного в другое.